Из чего состоит тормозная система и принцип ее работы? Тормозная система состоит из педали тормоза, рычага тормоза, вакуумного усилителя тормозных сил, вакуумного насоса, в нашем случае двухконтурного главного тормозного цилиндра, передний контур и задний контур, трубопровод, который выходит из главного тормозного цилиндра и соединяется с блоком АБС, блок антипробуксовочной системы. С блока антипробуксовочной системы выходит 4 трубки. Каждая трубка идет на свой тормозной механизм, он же суппорт. В нашей системе по одному тормозному суппорту на колесо. Блок АБС состоит из, буду выделять на схеме красным цветом, под цифрой 3 демпферная камера, цифра 4 насосы, под цифрой 5 электродвигатель, 6 аккумулятор, 7 впускные клапана, 8 выпускные клапана. И под цифрой 9 у нас на схеме электронный блок управления АБС. Принцип работы все просто. Ногой воздействуем на педаль тормоза, рычаг тормоза, шток воздействует на вакуумный усилитель тормозных сил, далее шток вакуумного усилителя воздействует на шток главного тормозного цилиндра, тем самым создавая давление за счет сжатия тормозной жидкости в тормозных магистралях. Далее тормозная жидкость поступает в блок АБС и распределяется по тормозным трубкам на дисковые тормозные механизмы каждого колеса. Тормозной поршень воздействует на тормозные колодки. Тормозные колодки сжимают тормозной диск, и автомобиль тормозит и в конечном итоге останавливается. Для начала прокачки тормозной системы нам необходимо определить, какая из магистралей самая длинная, и с этой самой магистрали необходимо начинать прокачку тормозной системы. В нашем случае мы будем начинать прокачку с заднего правого тормозного механизма, затем приступим к прокачке переднего левого тормозного механизма, после чего задний левый и передний правый тормозной механизм. Перед началом прокачки проверяем уровень тормозной жидкости в бачке. Наливаем практически полный бачок для перестраховки, чтобы не завоздушить тормозную систему, поскольку во время прокачки тормозная жидкость будет уходить из тормозного бачка. Итак, приступим. Для удобства и наглядности я сниму заднее правое колесо. Далее нам понадобится помощник, который будет накачивать педаль тормоза и удерживать ее. Снимаем пыльник штуцера прокачки тормозного суппорта. Полностью снимаем пыльник и зачищаем металлической щеткой штуцер прокачки. Далее наносим ВД-40 на резьбу штуцера прокачки тормозного суппорта. Далее нам понадобится головка на 11 и откручиваем штуцер прокачки. Отлично. Поджимаем. Для прокачки тормозной системы я буду использовать пластиковую емкость для отработавшей тормозной жидкости, капельницу, и сделаю отверстие в крышке для того, чтобы продеть капельницу. Далее одеваем пластиковую трубку на наш штуцер прокачки и приступаем к прокачиванию. Накачиваем педаль тормоза, делаем несколько качков, удерживаем педаль, откручиваю. Педаль упала. Даем команду «Зажал». И повторяем. Накачиваем педаль тормоза, удерживаем, даем команду «Откручиваю». Открываем штуцер прокачки, даем команду «Зажал». Накачиваем педаль тормоза, делаем несколько качков, удерживаем педаль, даем команду «Зажал». Делаем несколько качков педалью тормоза, удерживаем и откручиваем штуцер прокачки. Жидкость уже без воздуха. Зажимаем. Поджимаем штуцер. Достаточно. Так, снимаем трубку прокачки. И наша старая тормозная жидкость. Датчик тормозных колодок и
закрываем крышку штуцера прокачки. И устанавливаем колесо на место. Далее приступим к прокачке левого переднего суппорта, затем заднего левого суппорта и заканчиваем прокачку передним правым тормозным суппортом. Всю прокачку тормозной системы я осуществлял по шаблону заднего правого тормозного суппорта. И выравниваем уровень тормозной жидкости в бачке. Делаем уровень тормозной жидкости между минимумом и максимумом посередине. На этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. До встречи на канале. Всем пока.